Ребята, вы уже слышали об обновлении в мире высоких технологий, о котором все только и говорят в 2025 году? Вот так сюрприз. Илон Маск, известный своими невероятными идеями, выкатил на свет новый сверхзвуковой истребитель. Это настоящий прорыв, который уже изменяет игру. Сегодня вы узнаете все о гиперзвуковом чуде, которое может преодолевать огромные расстояния быстрее, чем вы успеете сказать «Вау». Давайте вместе погрузимся в этот мир, где будущее уже настало. Это будет путешествие, полное открытий и неожиданных поворотов. Новый сверхзвуковой самолет Starjet Илона Маска. В эпоху стремительного технологического прогресса немногие новшества могли оставить мир в полном молчании до сегодняшнего дня. Представьте себе самолет, способный летать в 6 раз быстрее скорости звука, достигающий пределов космического пространства быстрее, чем любая другая машина, созданная человеком. Устройство настолько совершенное, что оно способно сделать современные системы военной обороны устаревшими. Эта мечта сейчас превращается в реальность. Илон Маск, человек, изменивший представление об электромобилях и сделавший космические путешествия доступными, только что представил свой новый сверхзвуковой Starjet. Но какое значение имеет этот гиперзвуковой монстр для будущего авиации, глобальной безопасности и не только? Означает ли это начало новой эпохи в человеческих достижениях? Давайте разберемся. Илон Маск, технический гений и инноватор, вновь привлек внимание всего мира. Недавно он сообщил, что его Starjet, самолет, окутанный тайной и предназначенный для великих свершений, наконец готов покорять небеса, успешно завершив свой первый испытательный полет. Маск в своем привычном стиле обратился к социальным сетям, чтобы поделиться этим достижением, вызвав волну обсуждений и споров на различных платформах. Мир внимательно следит за развитием событий, и это открытие ставит Маска на порог новой эры в авиации, где пределы находятся на уровне стратосферы. Этот самолет не просто очередная разработка. Это значительный шаг вперед в военной технике с его невероятной скоростью и революционными возможностями. Starjet. В чем фишка? Илон Маск и его гиперзвуковой самолет Starjet стремятся революционировать мир путешествий и логистики, делая их более быстрыми, комфортными и доступными. Этот проект может стимулировать международное сотрудничество и инновации, сокращая географические ограничения. Новый двигатель объединяет традиционные авиационные технологии и ноу-хау SpaceX в ракетной технике. Топливо для Starjet включает жидкий метан и кислород, что снижает экологическое воздействие от использования самолета. Машина сможет развивать скорость свыше 3700 миль в час, существенно сокращая продолжительность перелета. Аэродинамическая форма Starjet разработана для минимизации сопротивления воздуха и максимальной эффективности полета. Современные композиты помогают достичь идеального сочетания прочности и легкого веса конструкции. Современные системы навигации и связи, а также электронные системы управления обеспечивают точную и плавную работу воздушного судна. Планируется внедрение экологически чистых методов эксплуатации и обслуживания, включая переработку и многократное использование компонентов самолета. Это уменьшит углеродный след и продлит срок службы воздушного судна. Starjet откроет новые горизонты для развития туристической индустрии и научных исследований. Он будет частью глобальных изменений в транспорте, включая гиперзвуковые рейсы и космические путешествия. Достойная замена. Стратегический разведывательный самолет SR-70, один Blackbird, созданный компанией Lockheed Corporation, долгое время оставался самым быстрым пилотируемым самолетом в мире. Его первый полет состоялся еще в 1964 году, но в 1988 году он был выведен из эксплуатации. Позже его вернули в строй до 1998 года. Теперь компания представила достойного преемника – беспилотный самолет SR-72 Darkstar. Хотя разработка машины в значительной степени держится в секрете, некоторые сведения о ней уже доступны. Известно, что, в отличие от своего предшественника SR-70, один Blackbird, который выполнял исключительно разведывательные задачи, такие как наблюдение и съемка объектов.
SR-72 будет обладать ударными функциями, став разведчиком-истребителем. Наличие ударных возможностей повысит конкурентоспособность самолета. Говоря о предполагаемом вооружении перспективного самолета, компания Lockheed сообщила, что он сможет использовать гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковое оружие в США находится на стадии разработки, поэтому применение гиперзвуковых ракет на перспективном самолете станет возможным только после завершения соответствующих работ. По плану Lockheed Martin, первый полет нового гиперзвукового ударного самолета SR-72 Dark Star запланирован на 2025 год. Пентагон заинтересован в получении этой машины, способной развивать скорость от 3900 до 4500 миль в час невидимого для радаров и других систем обнаружения. Для сравнения, SR-71 Blackbird развивал скромные 2200–2700 миль в час. Новый скоростной рубеж, который должен преодолеть Dark Star, создает дополнительные трудности, о которых я расскажу далее. Температура. При достижении настолько высокой скорости обшивка самолета будет нагреваться выше 482 градусов по Фаренгейту. Согласно расчетам независимых инженеров, внутренняя сторона остекления кабины пилота может нагреться до 248 градусов по Фаренгейту. Кабину теоретически можно охлаждать, так что пилоты, скорее всего, смогут благополучно вернуться на базу, если, конечно, не придется катапультироваться на полной скорости. Однако термодинамические проблемы делают практически невозможным обеспечение незаметности самолета. Современные радиопоглощающие материалы начинают плавиться при более низких температурах. Более того, разогретый самолет станет идеальной целью для инфракрасных устройств обнаружения. Даже если удастся решить эти вопросы, останется еще одна сложность. На гиперзвуковой скорости самолет создаст такое давление воздуха, что его след будет заметен на экранах обычных радаров. Кроме того, силовая конструкция фюзеляжа и крыльев не может быть выполнена из традиционных алюминиевых сплавов, так как при таких температурах алюминий теряет свои прочностные свойства. Очевидно, для SR-72 Dark Star потребуется создать композитную конструкцию из полимеров, керамики и металлов. Двигатель. Обычный турбореактивный двигатель имеет ограничение по скорости, обусловленное аэродинамическими характеристиками вентилятора. Даже для Blackbird и других гиперзвуковых проектов ВВС США производитель двигателей Pratt & Whitney был вынужден разработать специальный двигатель J58, известный как турбопрямоточный. По сути, это гибрид турбореактивного и прямоточного двигателей. Регулируемые конусы в воздухозаборниках такого двигателя замедляют поток воздуха в камере сгорания. Очевидно, что для Dark Star понадобится еще более адаптируемый многофункциональный гибридный двигатель, способный работать как на дозвуковых скоростях для взлета и посадки, так и на крейсерской скорости свыше 5 махов. Возможно, возникшие трудности будут преодолены, но военные откажутся от серийного производства, учитывая множество компромиссов. В любом случае, мы с вами станем свидетелями рождения наследника Blackbird. Эти и другие сверхзвуковые самолеты я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. A-12, ставший вдохновением для Илона Маска. Lockheed A-12 был знаковым американским разведывательным самолетом, который, несмотря на короткий срок службы, установил рекорды и оставил после себя богатое наследие. В 1950-х и 1960-х годах ЦРУ инициировала проект Oxcart с целью замены знаменитого разведывательного самолета Ю-2. Контракт на реализацию проекта Oxcart достался компании Lockheed, и в 1959 году легендарный аэрокосмический инженер Кларенс Келли Джонсон приступил к разработке самолета. А-12 представлял собой 12-ю версию под кодовым названием «Архангел», в которой воплотили передовые инновации в производстве титана, смазочных материалов, реактивных двигателей, топлива, систем навигации, управления полетом, электронных средств противодействия,
технологий снижения радиолокационной заметности и систем жизнеобеспечения экипажа. Тестирование в зоне 50 яру. Разработка А-12 велась в условиях строгой секретности на базе 51 в штате Невада, причем ее старались скрыть от советских разведывательных спутников. Сотрудники базы получали расписание пролета советских спутников над полигоном в Неваде, чтобы успеть спрятать прототипы самолетов. Это напоминало расписание движения автобусов, и в нем даже указывалось, был ли это инфракрасный спутник и к какому типу он принадлежал, рассказывал National Geographic в 2011 году бывший сотрудник программы гиперзвуковых испытаний в зоне 51 Т.Д. Барнс. Кроме ангаров, сотрудники также создавали макеты приманки из картона и других материалов, чтобы отбрасывать тени и вводить в заблуждение спутники. Они использовали тепловые установки, имитирующие двигатели, чтобы создать иллюзию, что самолеты только что совершили посадку. Во время одного из многочисленных испытательных полетов А-12 произошел инцидент, приведший к крушению самолета в пустыне за пределами зоны 51. Американское правительство постаралось скрыть происшествие, но рассекреченные фотографии показали разбросанные обломки самолета и команды, занимающиеся уборкой мусора. Даже в разведке существуют свои правила. А что говорить о дорогах? Если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП «Америка» помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании, требования к пилоту. Несмотря на выдающиеся технические характеристики A-12, внутри него оставалось мало места для комфорта. Пилоты должны были быть ниже 5 футов 9 дюймов и весить меньше 174 фунтов, чтобы уместиться в тесной одноместной кабине. Во время полета на борту, как правило, находился только один член экипажа. Самим пилотам также предъявлялись жесткие требования для работы на А-12. Кандидатуры отбирались по строгим критериям. Кандидаты должны были налетать не менее 2000 часов, из которых половина приходилась на новейшие высокоскоростные истребители. Также кандидаты должны были состоять в браке, эмоционально стабильными и находиться в возрасте от 25 до 40 лет. Всего 16 претендентов соответствовали всем необходимым условиям и прошли строгие проверки службы безопасности и медицинской комиссии, сократив список до 5 человек. На втором этапе отбора были выбраны еще 6 человек. Защитный термокостюм пилотов А-12. Благодаря сверхзвуковой скорости обшивка самолета могла нагреваться до 600 градусов по Фаренгейту и до 1000 градусов по Фаренгейту возле двигателя. Пилоты были вынуждены носить специальные костюмы с теплоизоляцией, системами контроля давления, охлаждения и обеспечения жизнедеятельности, чтобы защитить себя от экстремальных температур и резких перепадов давления в случае необходимости катапультирования на большой высоте. В кабине пилотов также была предусмотрена система кондиционирования воздуха, поддерживавшая комфортную температуру во время полета. На костюмах пилотов были размещены инструкции на случай чрезвычайных ситуаций, к которым они могли прибегнуть, если бы возникла необходимость катапультироваться из самолета. Карьера А-12 в американских ВВС. После своего первого полета в октябре 1963 года А-12 был официально признан пригодным к использованию в 1965 году, установив рекордную скорость 2200 миль в час, что превышает скорость звука в 3 раза, и максимальную высоту 90 тысяч футов. До сих пор А-12 остается рекордсменом по максимальной скорости и высоте среди пилотируемых реактивных самолетов с турбореактивными двигателями. Несмотря на революционные нововведения, А-12 принимал участие лишь в одной разведывательной миссии под кодовым названием Black Shield, проходившей с мая 1967 по май 1968 года. А-12 проводил съемку с высоким разрешением, результаты которой можно было обрабатывать и анализировать через несколько часов после возвращения на Землю. В
Всего 3 самолета А-12 выполнили 29 вылетов над Восточной Азией, собирая разведывательные данные для нужд американской армии во время Вьетнамской войны. Примерно в то же время Соединенные Штаты начали использовать спутники фоторазведки «Корона» для получения информации о Советском Союзе. Эти спутники обеспечивали получение изображений с более низким качеством, чем А-12, и требовали больше времени для передачи снимков специалистам, но они были неуязвимыми для зенитных ракет и с меньшей вероятностью могли спровоцировать международное напряжение, чем разведывательные полеты. Опасаясь, что советские радары вскоре сравняются по уровню технологий с А-12, президент Линдон Б. Джонсон в 1968 году распорядился прекратить эксплуатацию этого самолета. Затем началась работа над созданием его преемника – SR-71 Blackbird, который впоследствии активно использовался для выполнения разведывательных миссий во времена Холодной войны. SR-71 Blackbird – преемник A-12. SR-71 Blackbird обладал меньшим риском быть замеченным вражескими радарами по сравнению с A-12 благодаря дополнительным оптическим и радиолокационным системам. Двухместный Blackbird был значительно крупнее, чем A-12, приблизительно на 5 футов 9 дюймов длиннее и на 15 тысяч фунтов тяжелее. Он был медленнее, но отличался большей дальностью полета между заправками. Когда программы использования спутников-шпионов начали активно набирать обороты в сфере внешней разведки, судьба SR-71 повторила судьбу его предшественника, и последний экземпляр Blackbird был выведен из эксплуатации 26 января 1990 года. YF-12 – вооруженный вариант A-12, созданный в 1960-х годах в рамках проекта KIDLOG, который являлся продолжением проекта Oxcart. YF-12 появился незадолго до SR-71. Он был спроектирован для достижения скорости до 3 махов и высоты до 80 тысяч футов. YF-12 разрабатывался для перехвата советских бомбардировщиков на большие расстояния и с высокой скоростью, будучи оснащенным 3 ракетами класса «Воздух-воздух». Однако из-за сокращения военных расходов в связи с войной в Юго-Восточной Азии министр обороны Роберт Макнамара принял решение отменить проект KIDLOG в 1968 году, и YF-12 так и не был введен в эксплуатацию. М-21 – вариант A-12 с беспилотными летательными аппаратами. М-21, созданный в рамках проекта TAGBORD для ЦРУ, представлял собой модифицированную версию A-12, предназначенную для транспортировки беспилотного дрона, который собирал разведывательные данные на вражеской территории. Чтобы избежать путаницы, модифицированная версия А-12 получила обозначение М-21, а беспилотник, который он перевозил, назывался Д-21. Всего было произведено 2 экземпляра М-21, один из которых был потерян во время тестирования беспилотника в 1966 году. Сын Илона Маска по имени XA-12. А-12 также является любимым самолетом для технологического магната Илона Маска и певицы Граймс, поэтому они выбрали для своего ребенка, рожденного в 2020 году, имя, связанное с его знаменитым предшественником – XA-12. В своем твите, размещенном в мае того же года, Граймс пояснила смысл выбора имени для своего сына. Хотя их любимый самолет – SR-71 Blackbird – они решили добавить в имя ребенка отсылку к его прародителю. Без оружия, без защиты, но с высокой скоростью. Идеален в бою, но без агрессии, написала тогда Граймс в социальной сети Илона Маска. Люди часто находят вдохновение в инженерных вызовах, особенно тех, которые первоначально разрабатывались для военных целей, но затем нашли свое применение в мирных технологиях. Например, такие открытия, как пенициллин и космические спутники, начались как военные проекты, но позже стали незаменимой частью нашей повседневной жизни. Даже если SR-72 Dark Star окажется неудачным проектом, полученные знания могут помочь воплотить мечты человечества о суборбитальных полетах. А на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч!